Ежегодно в России с марта по декабрь каждую пятую травму дети получают, катаясь на тюбинге. Однако, несмотря на часто появляющиеся сообщения о несчастных случаях, этот вид зимнего развлечения завоевывает все большую популярность. Сегодня мы поговорим с вами о совершенно непредсказуемой зимней игрушке – тюбинге, или, как ее еще ласково называют, ватрушке. Здравствуйте, мои хорошие! Тюбинги, они же ватрушки, представляют собой аналог санок. Это надувной круг большого размера, на который надет прочный чехол с ручками. Тюбинг используется при катании по снегу или льду и при спуске со снежной горы. Придя на российский рынок несколько лет назад, ватрушки небезосновательно и прочно закрепили за собой звание самых опасных развлечений. И, как красноречиво свидетельствуют травматологи, чаще всего при катании на тюбинге дети получают переломы и черепно-мозговые травмы, начиная от сотрясения мозга, заканчивая повреждениями костей черепа. Отделаться ушибами получается редко. При катании на ватрушке можно получить довольно разнообразный спектр травм и повреждений опорно-двигательного аппарата, переломы, черепно-мозговые травмы, компрессионные переломы позвоночника, вывихи, ушибы, ссадины. Возможно, даже те, что несовместимы с жизнью, и они, увы, не редкость. А виной тому есть несколько веских причин. В отличие от санок, ледянок, а также картонок родом из советского детства, ватрушки абсолютно неуправляемы и не дают возможности для маневра. Если на санках можно подруливать ногами или просто скатиться на бок, то на надувном круге управлять ситуацией не получится. При попытках тормозить ватрушка разворачивает человека затылком вперед, и при столкновении с каким-либо препятствием черепно-мозговая травма практически гарантирована. С учетом того, что тюбинг моментально развивает скорость до 60 км в час и более, риск тяжелой травмы многократно увеличивается. И даже если катающийся не вылетит, не перевернется, то всегда может сбить не успевшего отбежать с его пути человека. Существует несколько наиболее часто встречающихся вариантов травм, получаемых во время катания на надувных ватрушках. Например, когда на пути встречается кочка, из-за которой человек подпрыгивает на тюбинге или слетает с него и приземляется на попу. В таких случаях страдают копчик и нижние отделы позвоночника. Еще один вариант, когда есть снежный накат в конце трассы или горки для торможения. Тогда из-за резкого сгибания и разгибания можно получить травму шейного отдела позвоночника. Особая опасность – препятствия, от которых из-за низкой маневренности тюбингов нельзя уклониться. Это может быть дерево, забор и даже стена. К серьезным травмам также приводят нарушение техники безопасности и правил использования тюбингов. У каждого подобного изделия существуют ограничительные моменты по весу, по росту и так далее. Для катания с горки больше подходят санки. Стоит выбрать прочные, желательно не пластиковые, чтобы не было риска, что они развалятся при столкновении с препятствием. Если они без руля, нужно научить ребенка управлять ими, показать, как можно затормозить. Если вы все-таки решили купить ватрушку, подумайте, где и как вы планируете ей пользоваться. При покупке выбирайте ватрушку большего размера. Чем она меньше, тем большую скорость развивает. При использовании надувайте тюбинг умеренно. Чем плотнее он надут, тем сложнее из него ребенку выпрыгнуть в случае опасности. Более того, накачивание выше рекомендуемого давления значительно увеличит разгон и максимальную скорость ватрушки. Непосредственно перед катанием на детей следует одеть защиту – шлем и жилет, точно так же, как и при катании на лыжах. Не отпускайте детей кататься одних, особенно маленьких. Детям младше 6 лет лучше вообще не садиться на ватрушку. Очень многие мамы и папы делают большую ошибку, считая, что если они поедут с ребенком на тюбинге, это будет безопаснее. На самом деле, это в разы увеличивает вероятность получения травм. На скорости очень сложно удержать ребенка, он может вылететь, а вы своим весом на ватрушке его просто придавите. Кататься на тюбингах желательно на специально оборудованных трассах, строго соблюдая правила. В случае отсутствия таковых, снежный склон, выбранный для катания, должен быть не крутым, без резких поворотов. Его угол должен составлять максимум 20 градусов.
На всем пути скольжения должны отсутствовать деревья, кусты, столбы, выступающие камни, ямы, бугры, все, что может повредить корпус тюбинга. Если трасса специально оборудована, то на ней должны быть бортики, чтобы ватрушки не вылетали за пределы зоны катания. У тюбингов нет системы управления и торможения, следовательно, выбирать трассу нужно, отталкиваясь и от этой особенности тоже. Трасса должна иметь возможность длительного торможения в конце спуска. Нельзя использовать для катания трамплины, обледенелые или бесснежные участки склона. Кроме того, не допускается катание вблизи автомобильного или пешеходного движения. Также при выборе места следует избегать территорий с выходом на водную поверхность, особенно в случае, если лед еще тонкий. Тонкий лед может не выдержать вес катающегося с тюбингом. Опасность представляет возврат после катания. Когда человек слезает с тюбинга, давление на ледовую поверхность становится больше. Вставая на ноги, значительно увеличивается риск провалиться под некрепкий лед, а учитывая то, что в прибрежной зоне лед становится более тонким, чем на основной акватории, при возврате в сторону берега эти риски значительно возрастают. Оптимальное положение в ватрушке. Ребенок, крепко держась за ручки, сидит попой в углублении, ноги свешены вперед. В идеале один родитель должен страховать внизу, другой помогать наверху горки. Кататься с горы можно только сидя ногами вперед. Спуск лежа на животе вперед головой, спиной по ходу движения, стоя или на коленях может быть опасным для жизни. Не нужно стараться выпрыгнуть из тюбинга во время движения, а разбегаться перед спуском, цеплять ватрушки к автомобилям или другим транспортным средствам. Как видите, нюансов безопасного использования тюбинга достаточно много, и, возможно, кому-то может показаться, что все эти меры предосторожности излишни и невыполнимы. Однако врачи-травматологи из года в год сталкиваются с наплывом пациентов, которые получили травмы, иногда очень тяжелые, в результате неправильного катания на ватрушках. По этой причине в разных уголках нашей необъятной страны медицинские работники неоднократно обращались в законотворческие органы с просьбой запретить ватрушки на законодательном уровне. И в завершении сегодняшнего выпуска немного статистики. Из всех зимних развлечений в плане получения возможной тяжелой травмы катание на тюбинге относится к наиболее травмоопасным зимним развлечениям. Далее идут катание на горных лыжах и сноуборде, затем катание на коньках, и наименее травматичным видом развлечений является ходьба на лыжах. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!